Всем привет, дорогие друзья! Как и всегда, вы на канале Realistic PES. Такое происходит достаточно редко, ибо в понедельник не сказать, что выходит много контента, но несмотря на то, что в принципе Konami добавили столько же, сколько и обычно, тем не менее есть что обсудить касаемо этого самого контента. Ведь именно сегодня Konami добавили один из самых метовых паков в игре, также обсудим новоиспеченный трансферный пак и также немножко затронем контент, который появился в предыдущий четверг. Обо всем этом и не только в сегодняшнем видео. Не забывайте делиться своим мнением в комментариях под этим роликом, поддерживайте его своими большими пальцами вверх и подписывайтесь на этот канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые. Все мы с вами знаем, что если копить монеты в eFootball, то все равно не удастся выявить желаемого эпика. А поэтому, если вам необходимо приобрести монеты для eFootball Mobile, то вам на PlayRock. PlayRock — это маркетплейс товаров и услуг. Помимо приобретения желаемого товара, вы также можете предложить свои товары и услуги. Приобрести любой интересующий вас товар можно быстро и, самое главное, легко. Выбираем удобный способ и оплачиваем в пару кликов. Все происходит быстро и, самое главное, безопасно. Помимо всего прочего, на PlayRock постоянно проходят розыгрыши, поэтому переходите по ссылке и закупайтесь по лучшим ценам. В то время как Тюрам появляется уже второй раз в рамках eFootball 2025, про Мальдини того же самого не скажешь. Крайне редкий персонаж в паках, и если я не ошибаюсь, то появляется, как правило, он всего лишь один раз в рамках одного календарного года. Возможно, я ошибаюсь, но, по крайней мере, на данный момент ситуация складывается именно таким образом. И сегодня Свет увидел набор с защитниками европейских топовых клубов. С молодым Мальдини на позиции левого защитника, с Тюрамом на позиции правого защитника и с Хаби Алонсо на позиции опорника. По сути, почти такая же ситуация, как и с бразильским паком, поскольку у нас, тоже своеобразное повторение. Тюрам и Хаби Алонсо, как это было осенью, только вместо Вейра теперь у нас Мальдини. Но это не отменяет того факта, что и Мальдини, и Тюрам крайне имбовые ребята. Поэтому, если люди пойдут за этим набором, то только ради этих двух ребят. И в принципе заслуженно, поскольку, несмотря на их основные проставленные позиции в качестве крайних защитников, оба они могут играть на позиции центрального защитника. И с прокачкой под центрбэков у обоих какие-то запредельные рейтинги. В частности, если вы прокачаете Мальдини на позицию центрального защитника, то его номинальный рейтинг должен достигать 107-108 пунктов. И вот такие вот у него должны быть цифры. Крайне привлекательные. Несмотря на то, что на позиции центрального защитника его проставленный стиль не будет работать. Тем не менее, я не думаю, что это помешает ему играть в качестве центрбэка. И не менее интересные цифры у Тюрама. Если вы не вылавливали его в осеннем паке, который был с Вейра, то, естественно, рекомендую пойти и за французом, и за итальянцем, поскольку с прокачкой под центрбэка у Тюрама будет где-то вот так же в районе 108, возможно 109 пунктов рейтинга. Опять же, это все рейтинг неотображаемый, но который должен быть, по идее, исходя из перерасчета имеющихся скиллов. У обоих футболистов шикарные модельки для центра защиты, они оба высокие, длинные, соответственно, это в лишний раз помогает им цепляться за какие-то неудобные мячи, за длинные передачи. Они хорошо прыгают, играют на втором этаже, и в принципе это крайне метовый вариант на позицию центральных защитников, что с Тюрамом, что с Мальдини. Также, продолжая тему с эпическими паками, в прошедший четверг нам выкатили тематический пак с игроками Баварии, поскольку у нее, по-моему, своеобразный также юбилей, как был и у Милана, и у Барселоны, и на сей раз пришла очередь Баварии. Но стоит признать, что в случае с той же самой Барселоной у Баварии, не сказать, что прям привлекательный пак. То есть он неплохой, здесь есть хорошие игроки с хорошими модельками, даже очень, но выглядит не так уж и привлекательно, чтобы идти и крутить этот пак. Соответственно, нам представили Филиппа Лама, Эбера и Ван Бюйтена. Говоря про последнего, Konami вновь поскупились на цифры для него. Это касается как в целом цифр скиллов, так и уровней прокачки для этих самых скиллов. Поскольку моделька у Ван Бюйтена самая, что ни на есть, идеальная для центрбэка. Рост 197 сантиметров, высокое значение длины ног, что также позволяет ему цепляться за длинные передачи, успевать накрывать мячи в отличие от нападающих, и в общем-то покрытие у него самое что ни на есть шикарное. Да и цифры в принципе оборонительные у него не самые плохие, но как будто бы можно было бы добавить и побольше, учитывая, что это версия с двойным бустом. В то время как Филипп Лам получил новую версию на позиции опорника со стилем дирижер. И вот это как будто бы его немножко обесценивает. Не то чтобы он был плохим вариантом, просто на фоне того,
того же веера или ротри, которые вот выглядят длинными столбами в опорке, Филипп Лам, естественно, на их фоне просто карлик, который здорово играет в защите, здорово распасовывается, но если ему придется бороться за верховую передачу или в целом толкаться с его-то устойчивостью, он вряд ли вывезет этот бой. Поэтому, несмотря на проставленный стиль, несмотря на проставленную позицию, наверное, все-таки будет уместно наигрывать его на позиции правого защитника. И с прокачкой под эту позицию номинальный рейтинг у него будет достигать 106 пунктов. Но опять же, я, наверное, не советовал бы крутить этот пак, если у вас есть предыдущая карточка Лама за сборную Германии, или уж тем более прошлогодняя карточка, которая была в eFootball 2024, в то время как Ван Бюйтену, несмотря на хорошие цифры скиллов и хорошую модельку, ему не накинули дополнительного навыка. А нужен ли он при имеющихся Тюраме и Мальдине? Ну, тут уже сказать на самом деле трудно. От барского контента переходим к плебейскому, так называемому контенту, а в частности к трансферному паку. Konami не изменяют своей уже полуторагодичной традиции и выпускают трансферный пак доступным за монеты. В принципе, как только он стал платным, раньше он был за номинальный контракт, вот как только он стал платным, как по мне, и в целом карточки стали куда менее интересными, и цифры им рисуют уже не такие привлекательные. А поэтому, несмотря на наличие в паке того же Кварацхелии, Волкера, Мармуша, он не сказать, что прям, сильно привлекательный. Да и в принципе карточки, наверное, не сильнее тех, что появлялись у всех этих игроков в предыдущих командах недели. Возможно, не у всех 8 они были в командах недели, но мне кажется, что найдутся версии, может быть, не сильнее, но как минимум не хуже. И, в общем-то, вот такое вот у меня мнение по последним пакам в игре. В комментариях делитесь своим мнением касаемо представленных наборов. Стали ли вы крутить пак с трансферами, или же вы замахнулись на эпические наборы, и в целом делитесь уловом. Также не забывайте поддерживать это видео своими лайками, подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые, и подписывайтесь на наши соцсети, ссылки на которые присутствуют в описании. Я же всех благодарю за просмотр этого ролика и желаю вам удачи. До скорых встреч!